Привет, это канал Не Местный, и мы по-прежнему мучаем вас выпусками про Батуми. Это Константин, это Аделина. Как давно вы были на море? А может быть, вы приезжали в Батуми в самый сезон летом? Вы наверняка не видели, как здесь зимой, а именно в декабре. Как обстоят дела на любимом многим черноморском курорте? Как же здесь готовятся к празднованию Нового года? Какой он в декабре, зимой? То самое Черное море, такого же красивого, манящего синего цвета, но все только потому, что сегодня ясный день, светит солнце, небо, практически чистое. На самом деле это вообще удивительно. Это, наверное, первый такой день в декабре, который действительно солнечный, яркий и теплый. До этого почти неделю шли сильнейшие дожди, был даже снег. И вот сегодня, на удивление, мы вышли снимать вам выпуск, показать вам настоящий декабрь. И тут такое солнце, очень много людей, но какой он есть. Море, конечно же, холодное, температура воды в море опустилась до 13 градусов и продолжает снижаться, потому что зима. Но сегодня еще выходной день, и местные жители, я думаю, также вышли погреться под лучами солнца, по которому мы все очень соскучились. Ну а в целом, конечно, никто не купается, я даже не видела смельчаков, хотя иногда они бывают, наверное, 1 января их будет еще больше, но мы вам это, наверное, не снимем и не покажем, потому что мы будем где-то в другом месте. А чтобы узнать, где, подписывайтесь на наши социальные сети. Сейчас здесь будут QR-коды, а в описании будут ссылки, потому что только там мы выкладываем все в режиме реального времени. Ну что, посмотрели на море, посмотрели на береговую линию, пойдемте посмотрим, что происходит на набережной. Как вы видите, сегодня много людей, довольно много, потому что сегодня солнечный день. Обычно в декабре гораздо меньше, особенно если какой-нибудь дождь идет, ветер, ураган. Только недавно были ураганы. Тогда людей вообще нет, и с собаками гуляют. А сегодня прям такой хороший день, выходной и солнечный день, и довольно тепло. Но если только в тень зайдете, вот казалось бы 14 градусов на улице, на солнце еще теплее. Но стоит только в тень зайти, сразу же вам холодно, сразу хочется даже надеть капюшон, например, там какую-то шапку и вот так вот ходить. Но зима есть зима. Я думаю, январь и февраль такие же будут. И даже март, говорят, еще в марте дожди, и даже в апреле бывает холодно. В декабре вообще людей не так много на улицах, а в основном только местные гуляют по сравнению с тем же летом, когда приезжих очень много, когда они купаются, загорают, ходят с большими кругами, в общем, занимаются своими летними делами, особенно кто приезжает на пару недель. Если же вдруг какие-то выходные или же праздники, то чувствуется и прилетают сюда люди. До сих пор работают, до сих пор есть прямые рейсы, представляете? Мы думали, что как будто зимой их должны убрать, эти прямые рейсы, лоукостеры из России. Нет, они до сих пор летают, и причем самолеты под завязку. Люди сюда любят ездить, летать, отдыхать. А вообще зима в Батуми выглядит, почти так же зелено, как и летом. Среди яркой, сочной травы и черных носов мы видим с вами траву пожелтевшую, траву высохшую и ветви у пальм, хотя здесь уже обрезали. Очень много было сухих веток. Некоторые пальмы даже подвязывают на зиму для того, чтобы сберечь их от низких температур. Но в целом также зелено, несмотря на дневную температуру. Сегодня она была плюс 14. Без головного убора ходить уже некомфортно, начинают мерзнуть уши. И на самом деле я бы с удовольствием надела еще перчатки, потому что руки тоже начинают мерзнуть. И вообще большинство людей ходят вот так же, как мы, в теплых зимних куртках и в шапках. Да, очень много людей ходят в шапках.
А вообще этот выпуск показан тем, в особенности, у кого нет предновогоднего настроения. Вам он к просмотру обязателен. Ну как можно? Такая красота вокруг. Все говорит о наступающих праздниках. Я думаю, без снега для многих это не Новый год. Поэтому здесь вообще не похоже, что будет Новый год. Везде разные новогодние композиции. И так это смотрится здорово и ярко, и даже, я бы сказала, гармонично. Да, хорошие солнечные дни. Кто-то даже сменил теплые куртки на более легкие варианты. Эти везде на столбах украшения. И, конечно же, не хочется одеваться тепло, хочется надеть что-то более легкое, но есть мы, да. Все-таки надо понимать, что это декабрь. Собаки греются, им очень нравится. Солнышко, они прям вот шла и упала. Почему бы не упасть? Ну не надо, Константин, пусть она спит. Ну, конечно, он же дышит тяжело. Ну что вы, говорит. Ну что вы, зачем вы мне? Это хорошо сплю. Здесь тоже мы видим деревья, кусты, покрыли сверху разными гирляндами. Поэтому все это ночью горит яркими огнями. И мы вам это, конечно же, покажем. Вот так идешь по Батуми, и жилые дома могут резко смениться вот таким вот храмом каменным. Здесь ставят свечи. Да, ставят свечи. Здесь также икона, крест и ворота в сам храм. Храм, конечно, тоже невероятной красоты, каменный. Да? 450, лави 470. Посмотрите, как необычно смотрится елка, а рядом все аксессуары для пляжа. Вот это действительно необычно и очень по-южному, правда? Цена елки 1100 лави. Представляете? Но минус 20%. А мы подходим к главной площади, где будут все празднования основные. И это площадь Европы. И здесь мы видим, уже установили вот такую вот главную центральную елку города. Еще завершают установку сооружений защитных. Все это красиво закрывают такими пластиковыми яркими экранами. И вот такая вот большая новогодняя красавица, думаю, скоро уже будет гореть яркими огнями. Я был уже на Новом году здесь, в позапрошлом году. На самом, вот именно в новогоднюю ночь, в 12 часов, очень много людей собирается. Прям здесь толпы стоят, куча фейерверков, разных салютов. Все ждут прям наступления. Мы прям новогоднюю ночь здесь были, прям в 12 часов. Все прям отсчет идет такой на грузинском языке. Мы сначала не понимали, что это такое, а потом поняли, что считаются секунды до Нового года. И прям в 12 часов все начали здесь праздновать. Очень много людей было. Ну, очень весело. Очень классно, конечно. Яркие такие будут огоньки. Ну а как все это выглядит ночью? Давайте посмотрим.
огни на улицах Батуми. Вы просто посмотрите на эту красоту, на эти инсталляции, которые действительно создают ощущение праздника, ощущение надвигающегося Нового года, Рождества. И несмотря на то, что снега нет совсем, а украшены зеленые пальмы, нет ощущения, что здесь что-то не то. Напротив, это очень ярко, это очень красиво, и это помогает создать то самое... С Новым годом! В общем, смотрится это все очень классно и очень по-новогоднему, очень по-декабрьски. Ведь это выпуск про декабрь. Да, декабрь, Батуми, как украшают город к праздникам, ну и вообще, как он выглядит зимой. Особенно, как он выглядит перед Новым годом. А еще на улицах города начинают продавать чичилаки. Это традиционное новогоднее украшение в Грузии. Сделано оно из орехового дерева. Вот такие вот красивые инсталляции делают организация, агентство недвижимости, насколько мы понимаем. И вот они, представляете, фасад своего здания украсили вот таким вот образом. Помимо того, что внутри у них тоже установлены елки, снаружи фасад выглядит вот так ярко. И даже когда огни не горят, а просто днем мы ходим здесь, это тоже выглядит очень классно. Всех еще раз с наступающим Новым годом, чтобы у вас все задуманное сбылось. Вот, в общем, здесь классное новогоднее настроение, хочется поздравлять людей, вот так вот. А вечером, если бы снег еще выпал, конечно, еще было бы. Но, в принципе, мы уже привыкли, что Новый год это без снега, который год. Так что вот, с Новым годом. Просто посмотрите на этих красавиц. Классическая ель с красными украшениями. Заснеженная ель в таких вот Какой огромный медведь, смотрите. жемчужных. И медведь. Напишите в комментарии, кому когда-нибудь дарили таких огромных медведей. Это же вот, это он больше человека. Кресло. А это кресло? Ну нет, ну. А это медведь. Именно медведя кому-нибудь дарили такой вот огромный. Зачем он нужен? Вообще никакой практичности нет, но это только ради эмоций. На площади Европы все сверкает. Елка зажглась просто миллионами огней. Выглядит, конечно, она очень красиво именно вот с таким освещением. Если честно, я никогда не видела, чтобы на елке было столько огней. Согласитесь, что ночью елка намного красивее и наряднее, чем днем. Днем какие-то такие стоят эти палочки, а здесь она прям вся светится, горит. Тысячи, миллионы огней.
Очень много народу сегодня, но предновогодние деньки. Это последний выпуск в этом году от нас. Мы хотим поздравить всех с наступающим Новым годом и с праздниками, с Рождеством, и там кто что отмечает. Ну, пожелаем, наверное, всего, что вы сами желаете. Самое главное здоровья. Здоровье будет, все будет хорошо. И у вас, и у ваших близких. Да? Конечно же, да, Новый год – это вера, чудеса, волшебство, мы загадываем желания. Так вот, пусть все ваши самые заветные желания исполняются. Это было новогоднее выступление от неместных, да? Да. От, ну, от того, от Наступающим! крутого канала, где мы вам все расскажем.